Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами бабушка Сонбо. Я очень рада, что вы снова со мной. Скорее присаживайтесь, а я прочту вам заключительную главу истории, которая называется «Дальвиния, принцесса дельфинов». Паола с каждым днем теряла силы. Однажды, когда она шла по улице, ей стало плохо, и девушка снова оказалась у врача. На этот раз услышала неожиданную весть. Она ждет ребенка. Радость переплелась со страхом, ведь жить ей осталось недолго. Вернувшись домой, рассказала лжеродственнице о будущем материнстве, добавив, что хочет дожить до родов и увидеть, как малыш растет. Старуха пришла в ярость. Плод под сердцем мешал забирать жизненную энергию. На самом деле Паолу защищал медальон, подаренный принцем-дельфином. Капля его крови, заключенная в оберег, восполняла утраченные силы. Злобный дух, не зная этой тайны, решил действовать обманом. Посоветовал Паоле обратиться к шаманке. В лесу дух покинул тело лжеродственницы, высосав остатки ее жизни. Несчастная высохла и превратилась в мумию. Затем дух отправился к шаманке, уговорил ее на время отдать свое тело, пообещав выйти из него, как только Паола уйдет. Овладел ее душой. Паола вошла в жилище, села напротив колдуньи и рассказала о болезни, о беременности, о желании увидеть, как растет ее дитя. Сказала, что готова отдать все в обмен на несколько лет жизни. Девушка готова была на любую жертву, лишь бы остаться живой и быть рядом со своим ребенком. «Я дам эти годы», – прорычал дух, – «но после родов ты будешь отдавать мне свои силы, а когда придет час, я заберу твою душу». Паола согласилась ради ребенка. Она даже не заметила подвоха. Вернувшись к себе, нашла записку. Родственница уехала к сыну. Девушка ничего не заподозрила. Шли месяцы. Однажды к Паоле подошел друг детства, рыбак. Он очень жалел ее и давно, с самого детства, был в нее влюблен. Видя ее слабость, он предложил ей выйти за него замуж. «Вдвоем легче, а если я уйду, ребенок не останется один», – подумала Паола и согласилась. Муж оказался добрым человеком и принял мальчика как родного. Так родился Дилан. Слабая мать каждый месяц исчезала под предлогом молитвы в храме. На деле же дух высасывал ее силы. Медальон продолжал поддерживать Паолу, но постепенно становилось все тяжелее. Когда однажды она рухнула на пол, врач сказал мужу: «Ваша жена сохнет от неизвестной болезни». Несчастья не прекращались. Лодка отчима затонула в шторм вместе с экипажем. Дилан бросил школу и пошел работать на рыболовное судно. А когда повзрослел, то собрал свою команду и стал капитаном. Но мать все чаще лежала без сил. Это длилось уже много лет. И вот однажды в больнице мать отдала сыну медальон и призналась во всем. В ту же ночь злой дух пришел в палату к Паоле. Та лежала на кровати.
Находясь в теле шаманки, злой дух узнал многие тайны. Он узнал, что душу человека можно заточить в лунный камень. Подойдя к кровати, дух открыл светящийся камень и заточил в нем душу Паолы. Затем он переселился в ее бездыханное тело, а высохшую мумию уложил на кровать и удалился так же незаметно, как и пришел. Врачи утром зафиксировали смерть. Дилан, не ведая правды, похоронил прах чужой женщины. Злой дух исчез из поселка. В облике Паолы бродил по берегу в длинном плаще с капюшоном, выискивая способ обрести власть. Мечтой было стать морской царицей и женой принца Дельфина. Однажды, блуждая по берегу, дух увидел, как из воды вышел дельфин и, выпив эликсир, превратился в красивую девушку. Мысль завладеть эликсиром не покидала ее. Она следовала за Дальвинией, видела, как принцесса встретила рыбака на берегу, как упала в воду и как Дилан нес ее на руках домой. Злая женщина увидела, в чей дом они вошли. В ней вскипела ярость. Она решила расправиться со всеми, кто ей мешал осуществить свой план. Рано утром пробралась на судно Дилана и притаилась. В это время король приближался к берегам Бразилии. Запах воды и очертания земли пробудили воспоминания. С причала отчалила рыбацкая лодка с изображением дельфинов на борту. За штурвалом стоял Дилан, рядом Дальвиния в бирюзовом платье. Юноша украдкой смотрел на нее. В сердце рождалось чувство. Добравшись до нужного квадрата, принцесса жестами показала на то место, где когда-то запуталась в сетях. Дилан ничего не понял, лишь вспомнил, как здесь спас животное. Мысли не складывались в единую картину. Неожиданно на палубе появилась мать в плаще с капюшоном. «Мама!» — вскрикнул юноша. «Но я же похоронил тебя!» Увидев светящиеся глаза, он произнес: «Ты не моя мать! Ты злой дух!» «Твоя мать мертва! Это ее тело!» — ответил дух. Затем существо повернулось к Дальвинии. «Эта немая девчонка скрывает правду. Она дельфин, ставший человеком благодаря эликсиру». Дух выхватил флакон и плеснул в ее рот несколько капель. Девушка не успела прыгнуть в воду и на глазах обратилась в дельфина. Билась о палубу, задыхалась от солнца, издавала отчаянный крик. Король услышал зов своей дочери. Поднявшись над волнами, превратился в исполина. Увидев его, злой дух осознал правду. Перед ней принц-дельфин. В отчаянной надежде выпил остатки эликсира, думая завоевать его сердце. Король взмахом хвоста подбросил лодку. Судно разлетелось на щепки. Все оказались в воде. Медальон Дилана вспыхнул ярким светом. Лунный камень на шее шаманки треснул, и душа Паолы вернулась в тело. Злой дух вырвался и исчез в пучине морских вод.
Король вытащил Паолу на берег. Она вздохнула, открыла глаза и прошептала: «Мой сын, где он?» Тем временем Дальвиния искала Дилана. Юноша ударился о риф и лежал без движения. Девушка подхватила его и дотащила до обломка судна, а затем к берегу. Король, вновь принявший человеческий облик, обнял возлюбленную, и она призналась о сыне. В этот миг Дальвиния подплыла с бездыханным Диланом. Отец поднял ему голову. «Мой сын!» Юноша закашлялся, открыл глаза. Король снял с его шеи медальон и дал ему выпить эликсир. Тело сына обратилось в дельфина, и он прыгнул в воду. Там его ждала Дальвиния. Они узнали друг друга. Это была та самая спасенная им принцесса. В воде они закружились, словно символы инь и янь на медальоне. Король протянул Паоле медальон, в котором хранилась капля его крови, и попросил ее выпить. Она выпила, и как только ее ноги коснулись воды, ее тело превратилось в дельфина. Вместе с возлюбленной он нырнул в воду. Все четверо направились в Атлантический океан. Через некоторое время в подводном царстве сыграли свадьбу. На ней было сразу 2 пары, молодая и постарше. На торжество прибыли король акульего клана с сыном и невесткой Миленой, кузина Сирена и даже старая черепаха. Все царство праздновало двойное счастье. На берегу команда рыбаков прощалась со своим капитаном, погибшим в море при загадочных обстоятельствах. Они не знали, его ждали иные просторы, бескрайнее море подводного царства, где любовь побеждает смерть. Конец истории. Мои дорогие друзья, здорово, что вы слушаете мои сказки. Я с удовольствием придумаю для вас еще чего-нибудь интересное. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал и напишите мне весточку. Я всегда рада вам.